До выхода нового патча в Guild Wars 2 остается буквально неделя, но если я все правильно выпущу как хотел, то даже меньше недели. Это значит, что прямо сейчас мы должны выжать все максимально возможное из доступных ресурсов. В этом видео я расскажу, как наиболее эффективно подготовиться к новому патчу, на что обратить внимание и какие ресурсы вырастут в цене. Поэтому заранее ставь лайк и подписывайся, если ты еще нет. Ну а в студии, как обычно, Морд, поехали. Первое, что необходимо понимать, новое дополнение принесет нам два новых рецепта на легендарные тринкеты. Один для PvE и один для World vs. World. За второй я пояснить не смогу, скорее всего большая часть ресурсов будет привязана к кросс-серверному махачу, зато с PvE легой все довольно прямолинейно. С вероятностью 90% для крафта понадобится Gift of Condensed Might и Gift of Condensed Magic. Если ты активно играешь, то ресурс у тебя скорее всего копится, и возможно в загашнике даже есть 1-2 гифта. В таком случае тебе повезло, потому что велика вероятность, что крафтеры подорвут цену на реагенты с 3 по 6 тир, так что есть резон закупиться недостающим прямо сейчас. Материалы также можно получать из фрактальных ящиков, наград за ивенты или просто путем гринда. Альтернативным источником могут стать сумки с Wizards Vault, но поскольку сумки переработали, с них также теперь падает и лоутирный мусор. Так еще и выбрать тип лута, кости, когти, кровь и так далее нельзя. Однако это все еще неплохой способ посливать Astral Acclaim, если его много. Однако прямо сейчас я этого делать не советую, и мы к этому моменту еще вернемся. Вторым важным материалом после обновления станут базовые куски для любых легендарных вещей. Клеверы, обсидиан, а также их верные спутники, монетки и эктоплазма. Все это можно купить в том же Wizards Vault, и в данном случае я бы фокусировался на клеверах и мистикоинах, потому что остальное можно относительно легко получить, просто играя в игру. Опять же, это на случай, если вы вдруг их не выкупали, сейчас самое время это сделать. Что точно получить просто так не получится, так это опыт для новых мастерок. Скорее всего, новая локация притащит за собой 5 очередных перков. И опять же, скорее всего, это будет очередной фуфел из разряда лутайте на одну зеленую шмотку из сундуков больше. Однако, если будет механика как с зеркалами в начале Visions of Eternity, то быстрое набивание опыта будет очень даже важным. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что они допустят подобный обсер повторно, потому что зеркала знатно так подруинили хваленую экономику, но кто его знает. Anyway, опыт на старте будет полезен, и в этом помогут мастеры коферы. Всего за сезон можно купить 10 ящиков, но теперь у нас есть возможность выбирать дополнение, опыт которого мы хотим получить. Этого опыта будет не то чтобы много, но 20 флаконов, 10 сейчас и еще столько же через неделю, это неплохой буст. Тем более, что первые мастерки обычно требуют очень мало экспы. Так что если вдруг ты принципиально игнорировал эти награды, конкретно сейчас есть повод задуматься и прикупить парочку. На худой конец продаж вендору за сильвер. Следующее, о чем забывать не стоит, это, конечно же, голда. Ну, тут я думаю, без лишних комментариев все и так понятно. Все все равно скупают мешочки чуть ли не в первый день, но я напомню, что для крафта, скорее всего, нужно будет вкинуться в очень ценные и незаменимые реагенты, которые можно купить только у какого-нибудь одного вонючего вендора. Пока что мы не знаем, какие именно ресурсы нужны будут для полного крафта, поэтому полностью подготовиться к рыночным скачкам сейчас не выйдет. Но минимизировать риски и ущерб по кошельку можно уже сейчас. Сюда же относится и валюта регионов. Да, монеток первых двух локаций у людей в наеб, но как показывает практика прошлых дополнений, они скорее всего понадобятся для других гифтов. И прежде чем мы перейдем к самому вкусному, а именно небольшому легальному абьюзу внутри Guild Wars 2, я напоминаю, что можно поставить лайк, подписаться на канал, также залететь в соцсети в описании, телега, дискорд, гильдия, если кому-то интересно, а также подписаться на Twitch, где будут стримы каждую среду и четверг в 8 вечера по Москве. И раз вы теперь все это сделали, переходим к легальному абьюзу системы. До патча у нас неделя, а это значит, что вы успеете сделать полный сет из еженедельных заданий и получить ценную валюту, то есть Astral Acclaim. И в этот раз время в кои-то веки будет играть на нашей стороне. Смотрите, Battle Pass обновляется во вторник, а список викликов в понедельник. И вот этот зазор в 1,5 дня мы будем использовать для того, чтобы максимально выжать хранилище в первый же день обновления. План действий такой. На этой неделе вы можете спокойно делать делики, виклики и спешлы, если вдруг еще что-то не сделали. И наша задача сейчас набрать 1300 монеток или максимально близко к этому значению. В понедельник, после ресета заданий, мы делаем все, но не забираем награды в еженедельной вкладке. Повторюсь, сами задания еженедельные сделать нужно, забирать с них валюту нельзя. Выполненные задания все равно продолжат висеть в интерфейсе и никуда не денутся. Делики забирать можно и нужно, они на наш план в общем-то не повлияют. Время выполнения новых викликов, как я уже говорил, понедельник и первая половина вторника вплоть до патча. Дальше все элементарно. Когда игра обновится, обычно это происходит около 6 вечера по европейскому времени, вы заходите в Wizards Vault,
Скупаете все самое дорогое и ценное, после чего забираете награды за виклики и продолжаете затариваться. Здесь мы используем то, что обновление хранилища не зависит от обновления самой игры. Таким образом, можно получить максимум value в первые же минуты патча. Разумеется, можно этого и не делать, и продолжать выполнять виклики в своем темпе. Однако этот способ позволит сфокусироваться на новом дополнении, не отвлекаясь на дополнительные задачи. Кроме того, это поможет быстро добить клеверы, монеты или другие необходимые ресурсы, если вы, например, хотите как можно быстрее скрафтить первый тринкет. Я напоминаю, что тринкетов, как и колец, можно будет сделать 2 и поставить в оба слота, что очень круто и очень удобно, я считаю, потому что старые тринкеты сложны в исполнении, там нужно делать кучу ачивок, бегать по старым дополнениям, и это прям жутко неудобно. И я очень рад, что ArenaNet наконец-то пересмотрели эту систему и позволяют игрокам, которые только вкатываются в игру или которые скипали прошлые дополнения, получить наконец-то легендарную экипировку и забить ей оба слота. Это очень удобно, это очень круто. По поводу целого дополнения пока рано что-либо говорить. Очевидно, оно будет посвящено второму боссу из тех инквестов, которых мы встретили уже в предыдущей сюжетке. Главного крысюка мы гасить в этом дополнении не будем. Он перейдет, очевидно, в следующее, потому что у нас есть еще один крысиный офицер, с которым нужно будет разобраться. Я, скорее всего, запущу на следующей недельке стримчанский, мы будем вместе проходить. Никто из вас, конечно же, не придет, потому что будут стримить такие крупные чуваки, как тот же Дарренс, как Сирма или, скажем, Челофраг. Но, anyway, буду рад всех видеть. Заходите, врывайтесь, поболтаем, посмотрим, что нам приготовили ArenaNet в новом дополнении. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо еще раз всем, кто досмотрел видео до конца. Кто не досмотрел, тоже спасибо, хотя вы об этом не узнаете. Еще раз напоминаю про соцсети в описании. Подписывайтесь, переходите. Вам не сложно, мне приятно, очень пиздато, очень рад каждый божий раз. Ну, собственно и все. Крепких вам саппортов, удачи на просторах Тири. Еще увидимся. Всех обнял, приподнял. Муа.